Китай, Япония, Корея, Германия, США – все эти страны у нас на слуху. И даже если вы не были в этих странах, вы хотя бы примерно представляете, какой у них народ, обычаи, традиции, их достопримечательности и вообще, как выглядит эта страна. Но вот про страну Кирибати вы, наверное, вряд ли слышали и даже не представляете, где она может находиться. Поэтому сегодня я решила сделать для вас такое познавательное видео, в котором я собрала самые необычные и малоизвестные страны. И сегодня вас поближе с ними познакомлю. Меня зовут Лиза. Всем приятного просмотра. Островное государство Кирибати находится в центральной части Тихого океана. Оно не пользуется популярностью у туристов, как вы уже могли подумать, из-за того, что оно уж слишком далеко находится от материков. И прямых рейсов с СНГ и стран Евросоюза тут тоже нет. Несмотря на площадь государства 812 квадратных километров, тут проживает более 115 тысяч человек. Здесь практически нет условий и инфраструктуры для туризма. Даже выездные туры на эти острова отсутствуют. Люди едут сюда в частном порядке. При этом стоит учесть, что в стране существует риск заразиться кишечными инфекциями, тифом или лепрой, так как вдоль берега тут много мусора и острова страдают перенаселенностью. При этом на островах много видов и красивых черепах, а прибрежные воды богаты рыбой. Приезжающие сюда занимаются в основном дайвингом и серфингом. Эта страна настолько маленькая, что ее можно пересечь на автомобиле менее чем за час, а проживает здесь всего 39,5 тысяч человек. Лихтенштейн поражает туристов своей средневековой архитектурой. Кругом возвышаются каменные замки, покрытые мхом, часовни и множество старинных домов. Помимо этого, страна является абсолютно безопасной. Уровень преступности тут близок к нулю. Жители не запирают двери, когда уходят из дома или ложатся спать, а преступников тут и вовсе меньше 10 человек. Треть жителей страны – это иностранцы, австрийцы и швейцарцы. В южной части Тихого океана раскинулись 83 острова, которые называются Республикой Вануату. Из крупнейших поблизости государств это Австралия. Еще каких-то 10-15 лет назад уровень сервиса был здесь крайне низким. Сейчас же туристов тут по-прежнему очень мало. Цены низкие и уровень сервиса не такой высокий. Но, тем не менее, в последние годы туризм здесь значительно вырос, улучшились условия для путешествия и построили более современную инфраструктуру. Также здесь представлен этнокультурный туризм. Туристов привозят в деревни аборигенов, где они могут попробовать себя в роли жителей, например, развести огонь с помощью трения. Это одно из самых маленьких и богатых государств в мире. В плане туризма это далеко не самое популярное место. Религиозные ограничения и запрет на алкоголь – это те причины, из-за которых целенаправленно в Бруней едет не так много гостей. В основном туристы посещают эту страну, совмещая с поездкой в Таиланд или Малайзию. Несмотря на жесткие запреты в стране, султан Брунея живет роскошной жизнью. Вот, например, его дворец и автопарк считаются самыми большими в мире по версии книги рекордов Гиннесса. Туристы называют Бруней спокойной и безмятежной страной. Тут много пляжей и мало преступности. И относительно дешевая жизнь по рамкам европейских и американских путешественников. В общем, это страна для тех, кто хочет постоянного тепла и спокойствия. Микронезия – это не только регион, это еще и государство. Его полное название звучит как Федеративные Штаты Микронезии. В силу значительной географической удаленности эта страна не пользуется популярностью у туристов, да и вообще остается малоизвестной.
В течение всего года температура на островах практически не меняется. Погода тут теплая. Но вот единственный минус – это то, что ежегодно на эту страну обрушивается около 25 ураганов. По ночам микронезийцы предпочитают спать, поэтому после 22 часов вы не найдете ни одного открытого магазина и ресторана. Жители Микронезии – это общество с ярко выраженной кастовой системой, где старейшины и вожди деревни все еще имеют большое влияние на народ. Также здесь есть необычная традиция – менять имя каждый Новый год, чтобы запутать злых духов. Кстати, туристам будет полезно узнать, что при перемещении из штата в штат тут каждый раз обновляется безвизовый срок пребывания в стране. То есть, регулярно перемещаясь, жить вы можете тут легально на неограниченном сроке. Ну что ж, на этом мое видео подошло к концу. Напишите в комментариях, знали ли вы об этих странах или, может, вы в них уже побывали. А также не забывайте подписываться на мой канал и ставить кнопку в топ. А я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Всем пока!